Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами разговариваем об облицовке камина натуральным камнем. Вы мне простите боевой вид. Конечно, все снимается и пишется в самое неподходящее время, небритым. Ну, в общем, как есть. Одним словом, облицовка камина натуральным камнем. С чего все начинается? Точно так же, как и в недвижимости, облицовка камина, в облицовке камина камнем играет роль местоположения. Камин находится в углу большой. Камин находится внутри дома из оцилиндрованного бревна. Деревянный дом. Внутри большой комнаты, там гостиная, совмещенная с кухней. И повернут на 30 градусов ближе в гостиную, нежели чем в кухню. Да? То есть мы сейчас находимся с вами фактически и смотрим на камин из кухни. Хочу обратить ваше внимание на существование перерубов. Да? То есть это вот торцы бревен, которые вот выглядывают, приятно, красиво выглядывают из-за камина. И это не находка режиссера. То есть вот эта красота, она была заложена еще на стадии проектирования. Давайте я вам покажу. Да, то есть вот как бы на стадии проектирования мы закладывали то, что переруб будет, ну вот как бы вычленять камин. В камине есть полка деревянная, которая, ну, каким-то образом связывает каменный камин и деревянный дом. Да? То есть из того же самого бревна, как и камин, как и стены дома. Что я хочу сказать? Ну, в общем, как бы нам всем нравится. Ну, практически все готово. Вот сейчас рабочий момент, облицовка камнем вот тех вот кирпичей, на которых стоит полка, верхняя полка. Будет еще дверца, будет еще нижняя полка. В общем, работа еще не закончена, но уже вид понятен. Ну и, собственно говоря, сама работа состоит в том, чтобы сейчас облицовывать камнем. Что я хотел сказать? Получилось все неплохо, еще и потому, что в процессе как бы работы была найдена такая руководящая мысль, идея. Идея облицовки этого камина, ну, не буду скрывать, да, тут, в общем, какие-то вещи получились, ну, не только на стадии проектирования, но это такая была поисковая работа, а, в общем-то, много чего придумывалось в процессе работы. Это, конечно, не есть хорошо, но так получилось. Так вот, была придумана такая идея. То есть камин, не то чтобы то есть он облицовывался так, чтобы как бы показать, что камин сделан из целикового камня. Да? Поэтому вот обратите внимание на угол камина. Да? Он как будто бы, то есть камни все запилены. И как будто бы тут вот даже в некоторых моментах сохранен рисунок. То есть мы пытались показать, что камин сложен из целиковых камней. Собственно говоря, мысль сделать камин из цельных камней, в общем-то, все, кто работает с камнем, вот об этом думают. И, в общем-то, на следующий год я буду делать такой камин. Вот мы практически договорились. Но вот в этом году это вот такой камин с облицовкой. Что важно здесь отметить? Значит, второй момент, да, который играет роль в облицовке. Значит, стены, то есть разная фактура. То есть всегда важно, вот в этих всех делах дизайнерских, важно играться фактурами. Вот здесь у нас стена светлая и деревянная, а камин, естественно, каменный и более темный. То есть все камни, в принципе, темнее, чем стена. Ну, практически все камни темнее, чем стена. То есть наличие темных камней, это вот
такая тоже, это не то, что задумка, это задумка режиссера. Так мы и планировали. Это следующий момент. Да, то есть про цвет я сказал, про местоположение я сказал. Теперь раскладка камня. Видите, она, в общем, достаточно прихотливая. И это тоже задумка режиссера. Камни поступали в виде, естественно, рваных каменных плит, и каждая плитка, она выпиливалась. Ну, вот рисовалась общая раскладка, она утверждалась, и потом выпиливались эти плитки. В следующий раз, безусловно, вот эту раскладку надо будет делать на уровне проекта. Это сэкономит массу времени. Но что важно в этой ситуации? Важно то, что сначала нужно... То есть технология такая же, как в изразцах. То есть сначала нужно сложить камин, потом нужно напилить плитку, камень, разложить где-то отдельно, посмотреть, хорошо ли, красиво получается, и только потом все клеить. То есть здесь каждая плитка напилена и наклеена не просто так. Именно поэтому вот получилось, в общем, неплохо. Следующий момент в обработке камня. Про запил краев я сказал, и фотографии вы увидите. Вот. Хотел бы отметить, что камень поступает очень грязный, и его надо отмывать. И мы пробовали по-разному это делать, там щетки, все это. Но, в общем, спасла положение только мойка высокого давления. Вот если бы не это, такой красоты не было. После мойки камень вообще играет. Это вот такой вот чуть ли не искрящийся блеск вот камня, я не знаю, видно вам или нет, получается только после мойки высокого давления. Значит, каждая плитка, как я сказал, каждая плитка определенным образом вырезалась, обивалась. Именно поэтому вот структура кладки получилась такая отличная, одним словом, от гладкой древесины. И в этом смысле есть, есть разница фактур. Да, давайте посмотрим на рабочий момент облицовки. Вот так все вот и происходит. Отмеряется, запиливается и клеится. Значит, что здесь еще интересного? Ну, вот тут вот есть такая неприклеенная плитка. Давайте я вам покажу, как это все происходит. Да. Сделано это для того, чтобы, когда мы поставим дверцу на камин, измерить температуру выходящих газов. Дело в том, что камин как сделан? Вот сам камин, да, вот вы видите портал, а справа от него проходит дымоход. Вот здесь вот использован дымоход Шидель. И подключение самого камина к дымоходу, оно вот спрятано. Ну и оставлена специальная дырочка для измерения температуры. Будет интересно, нам всем очень интересно, какая же температура будет в камине, когда мы закроем портал дверью. Специально выбран, керамический дымоход, чтобы не иметь никаких проблем при работе камина с закрытой дверцей. При открытом камине, при горении с открытым порталом, температура дымовых газов небольшая. А вот как только мы закрываем дверкой, вот тут могут быть приключения. Поэтому выбран такой вот вариант супер-супер-супер надежного дымохода. Ну, потому что дом деревянный, ну зачем эти все проблемы. Наверху видны калориферные каналы. Калориферные каналы проходят по задней стенке
Пардон. По задней стенке топливника. Вот. И вот здесь вот заборное отверстие. Ну, внизу. Ну что, в принципе, все, что хотел, рассказал. Вот еще раз общий вид. Работа идет. В общем-то, всем все нравится. Ну и хотел бы отметить, что сейчас, когда на коне облицовка печей и каминов керамикой, я имею в виду изразцами, керамической плиткой, тем не менее, вот показываю вам, что дело, каменное дело, облицовка натуральным камнем живет и процветает. Спасибо за внимание. До свидания.